Я думаю, у всех в жизни появлялась та самая двухнедельная фаза игры в Майнкрафт. Обычно она начинается к выходу новой версии. Вы садитесь с друзьями играть, исследуете, открываете что-то новое, а затем пустота. Конечно, можно все проспидранить от первого дерева до убийства дракона, или поиграть на шедевры серверах по типу Хайпикселя, но пытались ли вы когда-нибудь поиграть в одном мире больше 2 недель? С этим вопросом я обратился к своим подписчикам в телеграм-канале. И как можно заметить, в среднем игроки проводят не более месяца в одном мире. И вот к чему я пришел. Вместо этих стандартных роликов по типу 100 дней в Майнкрафте, 1000 дней в Майнкрафте, я решил сделать нечто иное. Я проживу целый год в одном мире в ванильном Майнкрафте. И для того, чтобы это снова не превратилось в спидран от дерева к дракону, мы установим некоторые правила. Во-первых, я должен играть минимум 30 минут в день. Это по большей части правило лично для меня, для того, чтобы я просто не забросил эту идею. Во-вторых, ограничим немножко себя в перемещении. К примеру, с 1 по 4 месяц мне будет доступен только верхний мир. С 4 по 8 уже можно пойти и в ад. Ну а после 8 месяца мне будет доступен Энд и Майнкрафт в целом. Это придаст моему эксперименту как и небольших сложностей по типу отсутствия литер и хайперлуп, так и добавит больше возможностей, потому что я выжму из каждого измерения по максимуму. Что ж, не хочется вас томить, поэтому давайте просто приступим к делу. Окей, создаем наш мир. И вот перед нами место, в котором я проведу ближайший год. Что ж, надеюсь, это будет приятный опыт. Начнем с азов и по дефолту начинаем рубить деревья, крафтить верстаки и устраивать геноцид свиней. Так, мною было обнаружено стихийное бедствие. Нам нужно срочно терраформировать это место для того, чтобы восстановить баланс вселенной. Все, можно спать спокойно. Ну, вы только гляньте, это новые волки из обновлений. Я так давно не играл на новых версиях. Но, прости, у меня нет кости, я тебя не смогу приручить. Крафтим лодку и сматываемся отсюда подальше. Я хочу найти какую-то приятную территорию и прожить там целую жизнь. Так, мною была обнаружена вот эта деревня. И, ну, тут достаточно приятная локация, но тут меня уже встречают зомби, поэтому объективно я тут не буду оставаться. Так, посмотрим, что мне оставили жители. Так, это я все заберу, включая сундук, кровать и, ну, верстак нам не нужен, ладно. Ладно, можешь посмотреть, да, что там лежит, там ничего нет. К слову, ягоды это самая лучшая еда в Майнкрафте, но на будущее я их больше ни разу не использую. О, портал тут вообще, кстати, просто. Учитывая то, что мы не сможем некоторое время ходить в ад, это классный подгон. Итак, это уже вторая деревня, пока я иду к своему заветному месту. Давайте проверим, что тут есть. Знаете, тут еще такой, типа, атмосферка, такой антураж, но как будто чего-то не хватает. Вот. Вот это другое дело, как раз таки с этими сверчками это вообще топ. Далее я собрал все, что было в сундуках, переночевал на улице и отправился искать нужное мне место для постройки моего будущего дома. Вскоре я нашел воистину прекрасное место для моего дома. Тут есть и горы, и реки, и даже низкие джунгли рядом. А также мой любимый теплый океан и вот такой вот шикарный пляж. Что ж, предлагаю вам оценить это место, ведь вскоре оно очень сильно преобразится. Начну, пожалуй, с того, что выложу все имеющиеся у меня ресурсы для моего же удобства. Я решил еще поставить тут костер и вот такое вот упавшее бревно для того, чтобы создать какой-то комфорт. Проснувшись, я сразу определился, то, что мне нужно построить домик для комфортного выживания. Именно для этого я пошел добывать дерево и собирать базовые ресурсы. Еще я нашел коня, которого приручил, но имя так ему и не придумал, поэтому вот вам задачка. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как его назвать, и самый залайканный комментарий я выберу и назову так этого коня. Далее я продолжил собирать ресурсы, и мной был обнаружен еще один портал в ад. В сундуке я нашел довольно-таки ценные ресурсы, включая ботинки на морозную ходьбу. В будущем они очень мне понадобятся. Также по пути домой я собрал немного бамбука, который я потом буду выращивать. Вы только гляньте, какая тут классная архитектура. И нет, я не про голову лошади, вот, вы смотрите на эти пещеры. В принципе, посмотрите вокруг. Боже, это ведь прекрасно. Ладно, это не настолько прекрасно,
классно, как какао-бобы, растущие из земли. И вот, спустя несколько часов я накопил достаточное количество ресурсов для того, чтобы построить мой первый домик. И я решил жить как хоббит в этой норке. Также я высадил бамбук и спрятал нашу лошадь подальше от всех грехов. Выглядит, конечно, неплохо, но в этом пока жить нельзя. И оказалось, 2 часов фарма недостаточно, поэтому мне пришлось выкапывать шахту для того, чтобы добыть минимальнейшие ресурсы. Это же и относится к выращиванию еды, иначе я просто буду умирать с голоду. Да и в целом, перед постройкой дома я решил обойти территории и вот такими вот полублоками обозначить хоть какие-то будущие постройки, которые нам предстоит построить, но пока это все останется на этапе размышлений. После долгого фарма я наконец-то приступил к постройке своего домика. Вышло это, ну как вышло, ведь я не какой-то топовый строитель. От меня каких-то классных построек не ждите, но я все же буду стараться развиваться в этом ремесле. Так, у нас тут очень много вещей, мне нужно их все перенести в новый дом, поэтому я сломаю так вот сундук и буду просто перетаскивать их. Так, где-то тут я их оставлял. Они же просто задиспавнились. Какой я мудак. Короче, пришлось смириться с потерей ресурсов. Это не помешало достроить мне дом, но все же некоторые ресурсы было очень неприятно терять. К слову, я заметил, я забыл поставить ресурс-паки. Я тут накачал себе ресурс-паков классных. Думаю, классная картинка будет. Вот. Вы только посмотрите, как все классно преобразилось. Что ж, доделываем финальные этапы нашего домика. Ставим кровать и приделываем вот тут полочку с зельеваркой. И вот наш дом полностью готов. Проснувшись 4 марта, я решил то, что мы будем начинать строить наш склад. Это незаменимая часть нашего города, и именно ее нужно построить самой первой. Именно сюда мы будем складывать все ресурсы, которые будем добывать. Постройка склада вышла довольно-таки медитативной, поэтому я предлагаю насладиться этим процессом вместе со мной. Да, плохо, да, выглядит ужасно, но зато я строю сам без схематики. Что ж, надеюсь, вам процесс просмотра постройки данного склада доставил столько же эмоций, сколько и мне. Потому что я сегодня проснулся с очередной новой идеей. Я хочу построить проход наверх и именно там располагать некоторые постройки, потому что держать все на одной плоскости, ну, как-то не очень, что ли. Поэтому для начала я выкапываю всю эту землю, выкапываю камень, и что-то вроде вот такого прохода у нас получается. В будущем это все зарастет и будет выглядеть еще лучше. К слову, я помню то, что обещал построить тут мост, но перед этим я хочу терраформировать данный остров. Мне показалось то, что тут можно сделать небольшой уютный пляж. И для этого нам нужно снести эту гору. Чем я, собственно, и решил заниматься. После жесткого терраформирования я решил украсить как-то берег этого пляжа и построил вот такое небольшое ограждение. Ну и как и обещал, я начну строить вот этот мост. Хотя мне сильно мосты сейчас не нужны, ибо у меня есть ботиночки с зачарованием на морозную поступь. Но все же эстетически это будет поприятнее, нежели ходить по льду. Также я был бы премного благодарен, если бы вы мне подкинули каких-либо идей с постройками, на какую тематику, каких построек. И если бы вы еще зашли в мой телеграм-канал и скинули мне скриншот или фотографию этих построек, я бы был вообще счастлив. Ну а так в целом 6 марта я провел просто в шахте. Да, и такое бывает. К слову о шахте, я ее тоже не забыл преобразить как-нибудь. И хоть она у нас не сильно большая, но довольно-таки красивая. А также я решил украсить наши дорожки между постройками. Построив мост, я принялся терраформировать остров для получения нового места для построек. Также для спокойствия моего внутреннего перфекциониста я решил продлить пляжную зону и поэтому засыпал все песком.
А еще мне показалось отличным решением построить здесь небольшую искусственную скалу, на которой в будущем я построю домик. Какой-нибудь домик. В очередной раз мне приходится спускаться в шахту для того, чтобы накопать банального камня, диорита, андезита. Видимо, пока я не сделаю фермы, мне придется половину моего геймплея копать. Пора пустить в бой алмазы, и поэтому я решил скрафтить фулл алмазный сет. Это хоть как-то поможет мне выживать. И вы только посмотрите на эту красоту. Я не пожалел то, что скачал именно эти шейдеры. Достраиваем нашу имитированную скалу. Ну и для следующей задумки нам понадобится очень много песка, именно поэтому я иду его копать. Мне очень нравится пустыня, поэтому я хочу сделать пустыню поближе к моему дому. Именно для этого им нужно столько песка. По моей задумке мы превратим весь соседний остров в пустынный. Именно для этого я сюда мост и строил. Это довольно-таки муторный процесс, поэтому вы смотрите это все в ускоренной версии. В итоге мы получаем микропустыню, которая в будущем сыграет свою роль. Здесь мы построим тоже много качественных построек, ну а пока оставим это как просто пустыню. И в очередной раз я сталкиваюсь с тем, что мне попросту не хватает базовых ресурсов по типу дерева, камня и всего остального. Поэтому я решил исследовать местность вокруг, дабы знать, какие ресурсы находятся в шаговой доступности от нас. По пути я нашел затонувший корабль или засыпанный, там ничего ценного не было. Во втором сундуке тоже пусто, ну забрал хотя бы какую-то броню. Также я помог пилладжерам поймать алеев, за что заслуженно забрал у них рог. Эх, еще год назад, кажется, я бы убил кого-то за эти рога. Проходя болото, я нашел мангровый отросток и разобрал какую-то деревню, потому что терракота мне тоже нужна. Извините, парни, ничего личного. Сходу мне попадается еще один портал в ад, я этому безмерно рад, ибо предыдущие ресурсы я просрал. И вот то, что я так искал, это мшистые пещеры. Я, конечно, первый раз вижу именно такие мшистые пещеры, обычно они под землей. Я хочу здесь накопать как можно больше мха, глины и различных маленьких деревьев. Так, оп, цветочек. Надо бы еще найти немножко таких. Вот, о чем я говорил, тут просто безмерные запасы глины. Я хочу построить что-нибудь из кирпичей, поэтому она мне не помешает. Единственная проблема, у меня нет шалкер-боксов. А ну, отвали. Поэтому я сделаю все монтажом. Пам. И вот, сундук в целости и сохранности перенесен ко мне домой. Эх, знали бы, сколько времени я на это потратил. К слову, я нашел рог, но даже не послушал, как он звучит. Это того стоит. Также спустя буквально полмесяца я вспомнил то, что можно фармить ресурсы с помощью жителей. Поэтому мы отправляемся в ближайшую деревню и похищаем носатых. Мне так нравится то, что они буквально не оказывают никакого сопротивления. Пока у меня нет места, куда их складировать, поэтому в прямом смысле отправим их на склад. И нет, это не жестокое обращение с людьми. Ну вот смотрите, это буквально их место. Они буквально вписываются в интерьер. Ага, попались. Я просто не мог не воспользоваться моментом и прорекламировать свой телеграм-канал и твич канал. В телеграм-канале вы узнаете все анонсы по поводу будущих роликов и трансляций, а на твиче вы можете скоротать время в ожидании нового видео и просто классно провести время. Все ссылочки, разумеется, в описании. Я уже понял свою проблему касаемо ферм, поэтому решил построить базовую ферму животных для получения хотя бы какой-то шерсти, кожи, ведь это тоже ресурсы, которые необходимы нам. Я решил построить некий амбар, к тому же нам нужно где-то хранить нашего безымянного коня и других животных. Я немножко задекорировал и получилось, ну как получилось, я вот расставлю еще некоторые блоки, и да и в целом, я думаю, можно так оставить. Сказал бы я, если бы не потратил еще более часа на декорацию нашего амбара и дорожки к нему. В целом выглядит неплохо, но я знаю, как сделать лучше. Вот. Как будто с шейдерами в принципе все выглядит намного лучше, даже если это какая-то ущербная постройка. Я никого не обманывал, поэтому спустя полмесяца вытаскиваем нашего коня из этой ямы. Вот, дружище, теперь ты будешь жить здесь. Я думаю, тебе обязательно придумают имя, и мы не будем его больше называть просто конем. Следом за этим, я уже вижу свою следующую жертву, и нужно тоже притащить ее в наш амбар. В целом, разведение животных это не то чтобы сложный процесс, просто на начале он довольно муторный, но при этом не менее важный. Представляете, иду домой, а тут просто такая вот засада из вот этих 3 зеленых подрывников. А если бы я случайно на вас попался? Поскольку я теперь счастливый обладатель
обладатель фермы, нам нужно найти ресурсов для разведения этих самых животных. И для этого я решил построить небольшую ферму пшеницы. Да, это не автоматическая ферма, да, я сюда не приплетал жителей, но ферма есть ферма. И сходу, пока растет моя пшеница, я решил обзавестись небольшой кузницей для того, чтобы чинить нашу броню, а также получать более качественные зачарования при объединении книг. В целом мои постройки преобладают в средневековом стиле, но уверяю вас, это ненадолго. В будущем мы обязательно начнем строить что-то современное. Просто обладая теми ресурсами, которые у меня есть сейчас, красивые постройки строить очень тяжело, а потратить целую неделю на фарм ресурсов как будто было бы слишком скучно. Дальше я понимаю, что жить вокруг горы будет просто невозможно, ведь для построек нужно место. Поэтому я принялся за то, чтобы построить небольшой мост на соседний остров. Все как обычно. Для начала просто заполняем все блоками, для того, чтобы понять просто структуру моста и в каком формате, в принципе, он будет строиться. Затем, получив основу, начинаем декорировать, расставлять опоры. И получаем вот такой вот замечательный мост. Он выглядит немного странным, так как тут очень много мусора, но именно такая задумка у меня и была. Зато тут можно спокойно идти, не используя прыжок. Не забываем про нашу ферму, ее нужно увеличивать в размерах. Для этого нужно регулярно собирать пшеницу и высаживать новую. Также не стоит забывать о наших носатых друзьях, которых я привез недавно. Я решил все-таки построить для них дом, ведь на складе жить как будто не камильфо, и для этого построил небольшое торговое помещение. Как видите, я допустил одну ошибку, о которой в будущем пожалею. А пока везем этого носатого. Так, вот он дом. Стоп. А почему вы все рыбаки? Алло! Я для кого ставил блоки Это, наверное, из-за бочек. Сходу перестраиваем наш домик. И теперь смотрите, у нас находятся здесь сзади люки, с помощью которых мы можем менять им профессию. Это понадобится нам для того, чтобы вытрядить правильные вещи, но они меня немного недолюбливают. Не забываем проложить дорогу для нашего удобства. Да-да, я снова со своей пшеницей. Мне нужна пшеница. Больше пшеницы, богу пшеницы. Кормя животных, до меня дошла умная мысль. У меня есть алмазы, у меня есть алмазная кирка, но все еще нету стола зачарования. Поэтому добываем обсидиан. Крафтим книжки, много книжек. А теперь крафтим наш зачаровальный стол и книжные полки. Так, я поставлю его здесь. В будущем я построю отдельное помещение для него. Выставим вот эти вот книжечки. Их, оказывается, не так уж и много. Неважно. Далее я быстро перечарил всю имеющуюся броню и оружие. И отправился на поиски мезы, так как мне нужна терракота. Чтобы вы понимали, это меза, но она странная, она с деревьями. Я первый раз такое вижу. Накопав достаточное количество ресурсов, надо было выдвигаться домой. И по пути я встретил вот этого мини-друга. Поэтому я решил идти домой на нем и поселить его рядом с нашим безымянным конем. Тебе мы обязательно тоже придумаем имя. Надеюсь. Я, кстати, забыл, оказывается, у нас есть терракота после того, как я разобрал деревню, но она никогда лишней не будет. Хоть это и пустынный остров, я не оставлю его здесь пустовать, если так можно сказать. И я решил построить маяк. Что ж, краткий гайд, как строить маяк в Майнкрафте. Ставим 4 опоры, заполняем стены, а потом просто... В целом, это интересный эксперимент, надеюсь, я его не заброшу. И да, я понимаю то, что кто-то бы на моем месте это все построил за одну неделю или даже за день. Но понимаете, у меня не стоит цель построить мега много проектов за один день. Мне все-таки нужно прожить в этом мире целый год и не выгореть при этом. Поэтому я надеюсь все-таки на ваше понимание. Следующий ролик данного формата будет ровно через месяц. Ну а если вы не хотите ждать, можете приходить на мои трансляции на Твиче. Там мы будем играть на этой же карте. Ну и можете подписаться на ТГ канал, чтобы узнавать о новостях.